Приветствую всех зрителей. Сегодня будет долгожданный ролик. Сегодня будем делать обзор сравнения на Viscaria Super LC. Чтобы было наглядно понимать, насколько она либо быстрее, либо контрольнее, мощнее, в этом ролике мы постараемся сравнить три версии Viscaria LC. Первая версия – это версия у нас старенькая, которая была еще до прекращения производства, которая, по мнению многих комментирующих людей на форумах, говорят, что она должна быть контрольнее, поскольку верхний слой у нее немного помягче, чем на версиях, которые производятся сейчас. Далее у нас версия, которая производится в настоящее время. И новенькая Viscaria Super LC. Те, кто уже немного заинтересован, конечно же, посмотрели, как выглядит ее коробка. Коробка, еще раз напоминаю, выглядит вот таким вот образом. Я, конечно же, знал, что вы все попросите меня, чтобы я взвесил эти основания и сказал, сколько весит каждый из этих оснований. Но, к сожалению, такой возможности у меня нет, взвесить основания отдельно. Но я послал Георгия Шефера, чтобы он взвесил эти ракетки. Говорят, здесь самые точные весы города Барнаула. Сейчас сходим и проверим, сколько весит наше основание. Прежде чем перейти к столу, скажу вам, что на каждом основании наклеена одна и та же накладка. Это Tenergy 0.5. Начинаем, как обычно, с короткой игры. Много пассивным различным приемам времени уделять не будем. Будем больше уделять в этом обзоре времени именно на какие-то игровые моменты. Это начало хода, это топс на топс, это завершение. Первое у нас будет старенькая Viscaria. Скажу честно, по первым ощущениям на старенькой Viscaria мячик я чувствую не очень. Он очень сильно куда-то у меня выпрыгивает. Такое ощущение, что доска Tenergy 0.5 немного не продавливает. Что она как маленько как ватная. Теперь Viscaria, которая самая обычная, которая у нас сейчас выпускается. Здесь ощущение маленько получше, уже чувствуется, маленько вибрация идет в руку по сравнению со старенькой версией. Так. Но вот из этих двух на короткой игре я бы выделил новую, не новую, которая вот самая обыкновенная версия. И теперь у нас Super LC. По ощущению, что вес центра тяжести у Super LC немного смещен в лопасть по сравнению с обычной версией. Здесь такого ощущения нету. Здесь центр тяжести на старенькой версии немного посередине. Здесь как будто в ручку, а вот на Super LC прям в лопасть. Но вот на короткой игре обычно Viscaria мне понравилась побольше. Здесь мяч как подвыплевывается немного, то есть повыше. Я мяч чувствую на Super LC получше, чем на старой Viscaria, но хуже, чем на обычной версии. Теперь переходим уже к накатам. Так, начинаем, как обычно, со старой версии. То же самое, мяч чувствуется на этой доске не очень комфортно. То есть, может быть, либо я не привык к мягким доскам, то есть, хотя она не мягкая, но она помягче, чем те, но мяч прямо здесь как-то как в какую-то вату заныривает. Он вроде бы летит, вроде бы есть дуга вот на накате, но нету ощущения, и вибрация в ручку никакой не идет. Это тоже на любителя. То есть здесь вибрация в старой версии никуда у меня не поступает. Теперь берем обычную. Вот, обычная, вот даже по звуку слышно, что она позвонче, мяч более линейно, более вперед вылетает. И вибрация уже идет у меня ко мне в ручку.
Так, теперь обычная. Ой, точнее не обычная, теперь Super LC. Ощущения очень сильно похожи. Вот это Вискарии Super LC и обычной. Но может быть чуть-чуть посильнее она выплевывает мячик. Но прям совсем немного. Так, теперь слева Super LC. Да, плюс-минус обычная Вискария. Нету никакого такого прям сильного различия между этими двумя основами. Это обычно у меня в руках. Вот слева даже дугу, слева при накатах у обычной Вискарии чувствуется, что дуга, во-первых, и скорость кажется маленько пошустрее, и дуга немного побольше. Первая у нас будет старенькая Вискария. Ощущения те же самые. Мячик в руке не очень сильно чувствуется, но при этом очень легко создать высокую дугу. Мяч прям посильнее ныряет. Такое чувство, что задержка немного на этом основании побольше. Да. То есть дугу прям попроще создать, но ощущения не такие комфортные, поскольку я привык уже к вибрации. Теперь обычная Вискария. Ой-ой-ой, она намного пошустрее. Обычно Вискарии дугу создать немного тяжелее мяч, чем Вискария, которая старенькая. Дугу создать тяжелее, мяч летит более прямо. То есть приходится прямо рукой прорабатывать. Теперь берем Super LC. Теперь обычную. Так, это старенькая Вискария. Обычная. Но на старенькой Вискарии дуга была заметно выше, скорости поменьше, чем у обычной. И теперь Super LC. Сейчас мы прошлись по двум элементам, даже по трем. Но на накаты я не буду никакого внимания обращать, поскольку на топ-спинах будет более явная картина. Скажу по короткой игре. На короткой игре обычная Вискария и Вискария Super LC проявили себя плюс-минус хорошо. Мячик у нее никуда не подзадирался, чувствовался хорошо. На старенькой Вискарии чувство мяча вообще не понравилось. Мяч постоянно вылетал вверх, поскольку то ли из-за задержки, то ли из-за того, что на слабом ударе доска никак не продавливает резинку. Следующий момент – это на топ-спинах. На топ-спинах было очень явно видно, думаю, вам на видео, что создать дугу Вискарии, которая старая, было намного легче. Дуга летела более ныряющая. Это связано с тем, что, возможно, у этого основания чуть-чуть больше задержка, но все так же я плохо чувствовал мяч. Когда как на обычной Вискарии и на Вискарии Super LC, я бы их примерно отнес бы к одной категории, поскольку по скорости я на обычных топ-спинах очень сильного преимущества Вискарии Super LC не заметил. Также и по самой дуге. У этих двух оснований плюс-минус одна и та же дуга, плюс-минус одна и та же скорость.
Теперь уже переходим к более атакующим. Начало по подрезке, топ-спины и так далее. Начнем со старенькой. Ну а сейчас на топ-спинах, думаю, вы обращаете внимание, когда мы дошли до топс на топс, очень высокая дуга, во-первых. Во-вторых, при усилении мяч очень сильно плюется. То есть при усилении, при мягком соприкосновении задержка очень высокая. При жестком соприкосновении, когда нужно мяч продавить, мяч куда-то как подсваливается, либо вылетает вот этот бесконтрольный момент. Теперь попробую немного слева, то же самое. Ну вот, сейчас вроде как бы поддавил, но он подсваливается. Но при этом на первом ходу достаточно много вращения. Дико, да? Как-то летит. Так, теперь берем обычную. Вот уже по вот этому розыгрышу могу смело сказать, что, во-первых, продолжается дуга меньше, но и вращение на обычной вискаре сейчас было меньше, чем на вискаре старенькой. Это можно было понять, во-первых, и на подаче, поскольку мяч не так много там задерживается, и на первом ходу. Так? Партнер меня поддерживает в этом. Ой, это больше было, да. У старенькой вискари было вращение побольше, но в усилении в каком-то, именно в линейной скорости она уступает. Теперь возьмем Супер ЛЦ. Садится. Ну, сейчас было заметно на вот таких вот полускрутках на столе, когда жестко мяч пробивать, она себя контрольнее ведет, чем обычная вискария. Попробую сейчас обычной вискаре то же самое сделать. Не. На обычной вискарии маленько не хватает жесткости верхнего слоя, и мяч сваливается. Когда как на супер. Да? Держится мяч. При усилении как-то. Ну-ка слева. Теперь слева усилить. Обычная вискария. Не. Ой.
Сейчас провели следующий элемент, это начало первого хода, также с продолжением и розыгрыш очка. И могу сделать следующий вывод, что на первом ходу и также на подаче на вискарии, которая старенькая, было обнаружено больше вращения при одних и тех же ударах, но при этом при усилении она вела себя немного некорректно. Следующая у нас вискария была, которая самая обычная. На вращениях она вела себя хуже, чем старенькая версия. При усилении чувствовалось, что мячик у нас куда-то постоянно подсваливался. Это возможно было заметить, когда у нас в короткие скрутки мы вошли. И следующая у нас была вискария Super LC. Здесь, во-первых, вращение было меньше, чем на старенькой вискарии. Соответственно, если я сказал, что на старой было самое больше, значит на этой поменьше. Но чем понравилась вискария Super LC? Вискария Super LC понравилась в первую очередь тем, что при усилении контроль мяча сохранялся. И то есть, когда я мяч продавливал, у меня не было ощущения того, что мяч сейчас свалится. Он как бы держался на доске и выплевывал. Тогда как на обычной вискарии такого ощущения не было. При усилении было ощущение, что мяч сейчас начнет сваливаться. Так и было. То есть мяч цеплял сетку и начинал валиться. Переходим к топс на топс, в котором в этом элементе как раз таки и будет понятно, в какой из этих досок достаточно мощности, достаточно вращения и сколько будет мячик задерживаться именно при усилении, а не при слабом накидывании мяча. Первая старая. Вот ей очень легко усилить, но вот сейчас то, что я махал, это возможно, это максимум. Чуть-чуть буду сильнее усиливать, контроль уже начнет у этой доски пропадать. То есть ей играть только вот накидными топ-спинами будет, думаю, удобно. Теперь берем обычную. Чуть-чуть и все. Так, теперь возьмем супер. Ну, это, да? Мяч побыстрее вылетает. И как-то так прям поконтрольнее. Сейчас сделали топс на топс. И могу сказать следующее, что дугу большую, а также с большим нырком в этом элементе показала старая вискария. Следующая была у нас обычная вискария. Ей можно было чуть-чуть подусиливать, и при неком усилении она вела себя маленько поконтрольнее. Хотя дуга у нее была более пологая, чем у старой вискарии. У старой вискарии была более ныряющая, но при усилении было ощущение, что мяч сейчас свалится. Вот. А у обычной вискарии при усилении мяч у нас не сваливался, дуга была более пологая. И у новой вискарии, у вискарии Super LC, было замечено следующее, что при усилении контроль у этого основания только улучшался. То есть мяч прям хорошо так, во-первых, он дольше засиживался на ракетке и выстреливал на сторону соперника. То есть здесь не было ощущения, что мяч сейчас сваливается, и у этой доски был больше потенциал именно для игры усилением со средней и дальней зоны. Ну а теперь анонс следующего ролика. Если этот ролик набирает 300 лайков, я в ближайшее же время делаю обзор на свой пулемет. Погнали! Пулемет заряжен. Вот это скорость.
Быстрее.